can see that you're enjoying this very much. Я могу видеть, что вам это очень понравилось. But I'm going to call you back to the group nevertheless. Но, тем не менее, я прошу вас вернуться в большую группу. And I'm going to ask you to feedback a little bit about your findings to the group. И я бы хотела попросить у вас немножечко обратной связи по поводу тех открытий, которые вы сделали в наших маленьких группах. And I'm happy to walk over to you so that you can use the microphone. And if you can do it in English, that would be even better. But Irina will then translate it back into Russian. Значит, вам будет дан микрофон для каждой группы, и мы была бы счастлива, если кто-то из вас мог делать это на английском, а я уже буду переводить на русский. Yeah. Or if you want to do it in Russian, translate it for Если me. вы хотите, вы будете делать это на русском. Я буду So who would like to start? Пожалуйста, мы можем начать. Who's going to break the ice? У кого тут есть какие смелые идеи? What did you discover? Что вы обнаружили, что вы открыли? Tell us one brilliant thing that supervision can do. Скажите нам об одной такой замечательной вещи, блестящей, которую может сделать супервизия. Supervision has never done a brilliant thing for you. Супервизия никогда таких вещей для вас не делала. Start with a negative, if you would like. Ну, тогда начните с чего-нибудь негативного, если хотите. Okay, we got one here. Я на русском лучше. Ну, я для себя обратила внимание, что то, что негативное, то, что раздражает, это и то, что позитивное. But it's the same thing, negative and positive. То, что раздражает, очень выращивает. What annoys and it helps us to grow. Yeah. So that was your point. Yeah, thank you. Yes, very good. Good reminder Очень хорошая. of an old existential truth that there are positives and negatives in everything. Это действительно во всех таких экзистенциальных идеях и истинах позитивное и негативное всегда вместе. Quite true to say for me when I think back to one of my very earliest experience of supervision in the early 70s. Если я буду обращаться к себе, к своему давнему и раннему супервизии где-то в начале 70-х, where I used to get very cross with my psychoanalytic supervisor. То у меня было очень много таких стычек с аналитическим супервизором. What I learned from that was that I had to find a different way of practicing psychotherapy. И то, что я из этого вынесла, это то, что мне нужно найти другой способ психотерапии. It was that frustration, I think, that set me on that path. Та фрустрация, которую я получала во встрече со своим психоаналитическим супервизором, она продвинула меня вперед. So that was definitely a negative turned to a То positive. есть это было совершенно определенно такое преобразование негативного в позитивное. So thank you for that. Спасибо за это замечание. What else? Еще. Покороче и попроще. Я попробую все-таки разделить. Но начну с негативного опыта. I'll try to divide, and I start from the negative. Он был скорее не раздражающий, а такой болезненный. It was not annoyed, but a little bit painful. Это когда супервизор был достаточно директивно давал рекомендации по работе с клиентом. Становясь на мое место, на место терапевта, как бы она работала. Just to give me recommendation how to work with the client, just standing in my place. Игнорируя мои чувства, and ignoring my мое видение клиента и наших отношений. Такой очень болезненный был опыт и мало помогающий.
А такой позитивный опыт, который практически во всех супервизиях присутствует, And what was positive, what I can almost in all supervision. он очень разный, но я вспомнила один момент. It's very different, but I remind one moment. Когда супервизор, он сделал одну очень простую, но очень такую важную вещь для меня. When the supervisor made a very simple but a very important thing for me. Когда он предложил, как бы, не хочется аналитическим языком, он предложил разделить, где клиент, а где... He has suggested, it's not psychoanalytical language, but he has suggested me to divide where is the client, где клиент, а где мои фантазии про клиента, and where are my fantasy about the client. А фантазии мои были связаны совершенно с другим человеком, из моей личной жизни. Because my fantasies were from my own life, my personal life. И клиента я не просто увидела по-новому, а совсем другим человеком. And so it wasn't a new view of the client, but it was, I understood suddenly that he is quite different. Это был первый ранний опыт, поэтому он такой ярко запомнился. First experience of supervision, and I remember it very brightly. Yeah, that's excellent. Absolutely right on the button. Да, спасибо. Это просто вот в основе своей очень правильно. That's of the essence, isn't it? That's about the different worldviews we create about different people, different situations. Это действительно о том, что это о нашем мировоззрении, да, о том, что мы создаем какой-то свой мир о разных ситуациях, о разных людях. And to remind ourselves of the importance of seeing the relativity of those perspectives on the same person. Нам очень важно, что напоминать себе все время, чтобы мы видели вот относительность того, как это связано с клиентом. But the importance of seeing that all of those visions of it are possible. Но важно, да, что все эти наши видения, да, что все эти наши взгляды возможны. Because that's the key to change too. Потому что это еще и ключ к тому, чтобы что-то менять. Once we have an overview of all those different possible ways of looking at it, когда у нас есть некоторый такой вид сверху всех этих возможных способов того, как на это посмотреть, we see the doors that lead in or out of those worldviews. Мы тогда видим те двери, которые ведут нас вот в это мировоззрение или наоборот из него выводят. I can't help but taking that as a key to carrying on, because that was very much where I wanted to go next. Я бы хотела это как-то оставить ключевым, потому что это очень касается того, к чему мы переходим дальше. Which is that supervision is about learning to seek truth. Потому что супервизия во многом касается того, чтобы искать истину. But truth that is layered and multiple and varied. Но эта истина, да, или правда, да, переводом на русский, она такая может быть множественной и такой слоями идти. It is about throwing light on that. Это как будто бы мы немножко бросаем света на нее. And therefore not only enabling the therapeutic relationship, и это не только к тому, чтобы сделать терапевтические отношения более такими жизнеспособными, but also the client's life and their relationship to но и everything in жизнь their world. клиента и его отношения с другими людьми в его мире. Now, one word about resonance and co-presence. Еще одно слово о резонансе и соприсутствии. Two very existential concepts. Это два очень экзистенциальных понятия.
So you understand the idea of resonance. То есть вы понимаете, да, когда вы находитесь в резонансе. Comes from music. Это слово резонанс, оно из языка музыки. The idea that we need to attune ourselves. То есть такая идея, что вы должны как-то быть в согласовании, в гармонии с самим собой. To the kind of music the therapist is making and the client is making. И вот это должно быть созвучие того рода музыки, которую создает супервизируемый, которую терапевт, которую создает клиент. And resonate with that. И чтобы это в вас резонировало. Which is the other side of the idea of the bird's eye view, where you're sort of above it. Это в некотором смысле другая сторона идеи разглядывания с птичьего полета, когда вы смотрите на все это сверху. I always encourage my supervisees to test out their identifications with the client. Я все время поощряю супервизируемых, чтобы они как-то проверяли, да, испытывали, исследовали свои идентификации с клиентами. And to openly explore their own experiences. Открытым образом и открыто исследовали свой собственный опыт. And their personal hang-ups about the situations they're working with in their client. И какие-то личностные такие сцепки, которые связывают терапевта в ситуации клиента. We can only really be fully present, co-present with somebody if we own up to our own experiences of similar things. Мы по-настоящему можем быть присутствующими и соприсутствующими с кем-то другим, если мы как-то владеем, да, своим собственным присутствием, когда мы для самих себя присутствуем. So it is really all about starting to recognize what kind of world the client lives in, what kind of world the therapist lives in, and what the values are. На самом деле все это о том, чтобы начать исследовать то, на что похож, какого рода тот мир, в котором живет клиент, какого рода тот мир, в котором живет терапевт, и как они встречаются между собой. And that includes social, cultural and political dimensions of things И, as well. конечно, эти миры, они включают в себя определенные культуральные и политические измерения. So you might have some quite interesting conversations with your supervisees. У вас могут быть очень интересные беседы с вашими супервизируемыми. So this is all about recognizing bias. Все это касается того, чтобы распознавать какие-то предпосылки, предсуждения, склонности. I'll talk about that more later. We're Мы об all этом biased. позже немножко будем говорить. У всех у нас есть какие-то такие предсуждения. Particular take on the world. Какие-то определенные вещи, которые мы как-то берем из мира. We color the world in a particular way. Мы каким-то образом расцвечиваем мир определенными красками, мы его как-то видим. And we need to clarify that. И нам нужно это прояснить. We need to figure out what our own assumptions about things are, what our prejudice is. Нам очень важно знать, какие у нас самих есть предположения, да, какие предсуждения, предрассудки есть касательно этого мира. So this is something I will ask you to experiment with this afternoon. Это то, что я потом попрошу вас как-то экспериментально исследовать. Мы будем это делать во второй половине Paying дня. particular attention Обращая особое внимание to assumptions, на предпосылки. both in yourself as the supervisor, Как ваши собственные, как in the супервизора, therapist, так и терапевта and in the client. и клиента. So there are three lots Есть, of assumptions, values and то есть есть prejudice. 3 таких ключевых узла, что ли, да, предположений, предпосылок. And somehow you've got to hold on to those. И каким-то образом вам их нужно все удерживать. And it's complex. И это так сложно. So when we look at what the therapist's bias is,
Когда мы посмотрим на то, что такое предустановки, да, we look at it at least in 4 ways. мы можем это как-то развернуть на 4 способа. We ask ourselves, what is the person's state of mind? Первое, что мы спрашиваем у себя, вот у этого человека, да, то есть состояние его разума. What is their emotional state? То есть какое у него эмоциональное состояние. What is their orientation? Каковы его ориентации. What is their worldview, therefore? What are their beliefs, their То есть theoretical его system? мировоззрение, то есть какие теоретические верования Their являются cultural его bias. системой, да, как это подкрепляют эти его Thirdly, what is their установки. attitude? Отношения, да, установка. And that depends a lot on their temperament or their previous Много experiences. зависит от темперамента, от предыдущего опыта. And finally, how are they reacting to this particular issue? То, каким образом они реагируют, да, реакция на This particular вот эти person. на вот этого особого человека. That's it. So all those different aspects are there. Все эти разные аспекты, они вот здесь есть. And of course, you can never exhaust that. There are so many things to look at all the time. That В общем, это никогда невозможно исчерпать, потому что есть очень много способов, как на это смотреть. when you work as a supervisor, you're collecting all this information, but actually you're holding back exploring things all the То time. есть, на самом деле, когда вы в отношениях, в процессе работы, то вы все это как-то подбираете, но саму эту систему, да, держите как бы сзади. And the same, of course, applies to the client as to the therapist. И это точно так же относится к клиенту, как и к So it's incredibly rich and confusing. То есть это невероятно такие богатые возможности, но и такие как бы смешанные, запутывающие. That guy is Hans Kohn. Have you heard about him? Yes. Вот был такой Ханс Кон, знаете ли вы о нем? He used to work as a therapist until he was 85. Он работал терапевтом until he was 85, до 85 лет. Yes. And he only started teaching existential therapy when he was 79. И начал преподавать экзистенциальную терапию только когда ему было уже 79. He came to a conference, the first conference of the Society for Existential Analysis in 1988. В 1988 году он приехал на первую конференцию сообщества экзистенциального анализа. When he was in his late 70s. И ему было, так сказать, далеко за 70. And he was very angry with me. И он на меня был очень сердит. He said to me, "Who are you to set up the Society for Existential Analysis? Кто ты такая для того, чтобы создавать общество экзистенциального анализа? I have been doing this my whole life." Я этим занимался всю свою жизнь. I said, "Oh, that's interesting. That's great. Where do you teach it?" И я тогда спросила, ну это интересно, And he великолепно, где вы это преподавали? And he said, "Nowhere. There isn't anywhere." И он говорит, нигде, этого вообще нигде нету. And I said, "Now there is." Я сказала, теперь это есть. And he said, "I'm in my mid-70s. I'm not going to start now." И он тогда сказал, что ну, мне как бы середина 70 моих лет. But within 2 years, я не могу начинать это сейчас. within 2 years, he was supervising for us. И в течение 2 лет он был супервизором у нас. And he did more and more work as he got older. И он все больше и больше работы делал по мере того, как он становился старше. And then he wrote these 2 books. И потом он написал эти 2 книги. And, you know, he kept at it until 3 months before he died. И, в общем, он это все сделал, закончил, ну, буквально за 3 месяца до того, как он умер.
So that's Hans Kohn. Это Ханс Кон. And he said this: И он сказал вот это. when you work in supervision, Когда вы работаете в супервизии, it's the same as when you work in existential therapy. это то же самое, что вы работаете в экзистенциальной терапии. It is about helping persons to understand their difficulties Это связано с тем, чтобы помогать человеку понимать его трудности. by exploring as much of the web of their lives as is possible. Исследуя так много из паутины его жизни, насколько это только возможно. Focusing not on one particular line, Фокусируясь не на одной конкретной отдельной паутинке, but on the connections between as many different lines as possible. но на том, как соединяются между собой вот все эти многие паутинки. So that's doing both things at the same time. You follow the lines, but you also stand in the bird's eye view, seeing the Это whole все web. время одно и то же в одно и то же время. С одной стороны, вы следуете по одной этой маленькой линии, по одной этой паутинке, а с другой стороны, вы одновременно находитесь и смотрите на все это с высоты птичьего полета. I'm going to skip a little bit because we have only got 25 minutes left. Я немножко тут пропущу, потому что у нас только 25 минут остается. And I want to go to the four worlds model now. И я хотела бы сейчас перейти к модели, четырехмерной модели мира. So just in the same way in which Hans was talking about understanding that web of a person's life, Практически тем же самым способом, каким Ханс Кун понимал вот этот мир как такую паутину разных соединений. when I'm with a client or a supervisee, Мы находимся с клиентом и с супервизируемым. I always feel like I am an explorer, an adventurer. Я все время, находясь при этом, чувствую себя, как приключение, да, я исследователь. Who is roaming across these new territories, these new landscapes that are the landscapes of a person's life. Бродит исследует этот весь ландшафт, да, всю эту территорию. And you can see again this helicopter view, this bird's eye И view. вы снова можете посмотреть вот это с высоты птичьего полета или с вертолета взгляд. Which is what allows us to get perspective rather than to get lost in the Это то, landscape. что нам позволяет увидеть как-то перспективу, вместо того, чтобы, если мы находимся сами на вот этой территории, то мы можем в этом ландшафте потеряться и заблудиться. Everything in the universe, as we know, is connected. Мы знаем, что все во Вселенной взаимосвязано. Even in the heavens and the skies. Даже, так сказать, небо. And I think sometimes when you work with psychotic people, И иногда, когда мы работаем с психиатрическими пациентами, it is more like studying the skies than studying the earth. это иногда очень похоже на то, что мы изучаем небо, стоя на земле. My whole early career was working with people with schizophrenia and indeed living with people with schizophrenia. И начало моей карьеры, когда я работала с людьми, болевшими шизофренией, когда я жила рядом с этими людьми. And that taught me to be a stargazer as well as a landscape explorer. Научила меня тому, чтобы быть скорее исследователем звезд, нежели путешественником по ландшафту. Okay, so it's all about making meaning. When you're the supervisor, you help people make создания meaning. смысла. Если вы супервизор, то речь идет о том, чтобы придавать смысл. And so I think it's very important Поэтому я думаю, очень важно to have a system to help you make meaning чтобы у вас systematically. была какая-то система, которая позволяла бы вам создавать эти смыслы систематическим образом.
life is not simple, but it's also not binary. Either or. То есть жизнь, она не простая, да, но и не бинарная, но сложная, комплексная. As a philosopher, I revolted against dualism. I never wanted to opt to be either a materialist or an idealist. Как философ я взбунтовалась против дуализма, потому что я не хотела быть ни материалистом, не только идеалистом. I was always aware that things were multiple, multi-layered. Я все время осознавала, что этот мир, он многослойный, многомерный And connected. и взаимосвязанный. When I was working in psychiatry, Когда я работала в психиатрии in the 70s, в 70-е, I was told that the modern thing was to say there is a social dimension to things as well as a biological dimension. Тогда как-то нас учили тому, что есть как бы два измерения, которые нужно держать в голове. Это социальное и биологическое. And once I worked with a very famous professor called Professeur Mondin in Montpellier. И однажды я беседовала с одним очень известным профессором, имени не расслышала, но он преподавал в Монпелье, who had come up with a theory where he said you have to add a psychological dimension as well as a social dimension to the biological dimension. So he said you have to add the psychological dimension. То есть он мне сказал о том, что ты должна добавить психологическое измерение к двум другим, к социальному измерению и биологическому измерению. But those were the days I had started to read Binswanger and people like this. Но потом пришли такие дни, когда я начала читать Бинсвангера и, в общем, and I realized that three-dimensionality was not sufficient. И я тогда осознала, что три этих измерения, это тоже недостаточно. And when you look at the existential literature, you will see that there is reference to a spiritual dimension in many authors. For instance, Tillich, Buber, Marcel, Heidegger, many. И если вы начнете читать философов, то вы увидите, что есть очень много отсылок еще и к духовному измерению. Это можно найти у Хайдеггера, у Бубера, у Тиллиха и других. So my dimensionalism. Do you need some water? My dimensionalism is always at least 4 dimensions. Когда я говорю об измерениях, то у меня всегда по меньшей мере 4 измерения. Right. I think I won't have time for this stuff, so I'll skip across it. Я думаю, что кое-что мы пропустим. It's all about retrieving meaning and Это все using касается того, каким образом мы all of our faculties for doing that. Memory, приближаемся к смыслу. imagination, dreams, Все relationships. способы, это воображение, сны. So it's about what I call ontodynamics. Это то, что я все называю онтодинамикой. Rather than just looking at the psychodynamics, we look at how a person interacts at all those different То есть вместо levels. того, чтобы смотреть за динамикой психики, да, мы обращаем внимание на то, каким образом этот человек живет в мире, на онтодинамику. And we look at how a person creates value and meaning in their lives. И мы смотрим на то, каким образом человек создает ценности и смысл в своей жизни. And of course this is something we all do. И, конечно же, это что-то, что мы все делаем. We all experience the world. Мы все переживаем этот мир в нашем опыте. We pick up messages, moods and atmospheres.
Мы подхватываем из этого мира сообщения, настроение, атмосферу. We change the tone and we affect the world in turn. И мы, в свою очередь, и, как бы, изменяем этот тон мира и воздействуем на этот мир. We connect and we resonate. Мы связаны с ним, и мы резонируем. We're really like lenses through which things come to light, as Heidegger would say. В каком-то смысле похожи на линзы, через которые свет проходит. Это сравнение с Хайдеггером. And we have the capacity to receive messages, И у нас есть такая способность получать сообщения, as well as pass them on. точно так же, как посылать их. But we can either absorb things, И мы можем и наблюдать за вещами, or we can cut them off. We can ward them off. но мы можем и что-то вроде стены построить, мы можем отрезать себя от них. Some people pass things on, bounce them back, as it were, directly in a reactive sort of way. Некоторые люди, они как-то совершенно таким прямым, непосредственным образом идут в этот мир, And some people are much more porous, more open. Некоторые люди гораздо больше, ну, что называется, открытые, да, впитывающие как бы, в And себя. they take things in and filter them through themselves. И они как бы воспринимают разные вещи, и как через себя их фильтруют. And it makes quite a big difference to how a person is in the world, how they do this. И это на самом деле две большие разницы, да, то, каким образом люди ведут себя в этом мире, как они это все делают. And of course, as human consciousness, we can learn to do this much more effectively. И если мы, ну, как сознательные люди, будем учиться, каким образом это делать, то можно это делать гораздо более эффективно. We can learn to use our capacity for openness Мы можем использовать нашу способность открытости and also for closing off, и нашу способность закрытости, to be steady and strong when necessary. для того, чтобы оставаться такими, ну, отстраненными, закрытыми, если нам это необходимо. And we can learn to take things into ourselves И мы можем брать что-то в себя and pass them on и позволять им, with some extra light on them. We can illuminate да, them. как-то позволять им получить больше освещенности, мы можем их посветить на них. We can also magnify things. Мы даже можем как-то намагнитить их. What phenomenology does is to look at the different facets of things and understand them better. Феноменология, она смотрит на разные, как бы, на разные стороны, на разные поверхности, да, одной и той же вещи, для того, чтобы увидеть ее более полно и объемно. So those are the ways in which we create different kinds of meanings in the world. Ну, это те способы, которыми мы создаем разного рода смыслы в этом мире. And when I work with a new supervisee, И когда я работаю с супервизируемыми, I am not only sensitive to how they are in the world я действительно не только к тому, как они есть в мире, as a person, but also as a therapist. но и как терапевт. So are they setting out to cure or heal people? Are they setting out, are they aiming Их цель. to heal Начало сам. or cure? a Есть у person? них цель вылечить Это человека. я понимаю, самое начало фразы пропустила. А когда я работаю с... Спасибо. Когда я работаю, это не то, чтобы лечить людей или как-то исцелить их. So is that the way in which they translate everything that comes to them? Do they translate it? Это о способе перевода, да, трансляции всего того, что к ним приходит. Or are they translating things in terms of helping a person to cope
providing them with strength or support. Или же они это транслируют каким-то таким языком, как человек справляется с жизнью. Or if they're CBT trained, might they be looking particularly for cognitive correction? Или же если они КБТ-терапевты, то они работают в том, чтобы заниматься когнитивной коррекцией. Or if analytically trained, are they looking to analyze things and give people insight? Аналитически подготовленные психотерапевты будут говорить о понимании, как они там внутри. Or if humanistically trained, are they seeking to help this person find autonomy and become themselves? Гуманистические терапевты будут стремиться к тому, чтобы помочь клиентам стать автономными и найти самих себя. Or are they aiming for understanding? То есть, или можно стремиться к пониманию. There are so many different therapeutic objectives. То есть есть очень много самых разных терапевтических целей. As an existential supervisor, I would like to think that Как экзистенциальный супервизор я бы хотела поразмышлять, that you will welcome all of those capacities, чтобы вы как-то приветствовали все вот эти способности. instead of prescribing how a person should work, Вместо того, чтобы как-то предписывать, каким именно образом должен работать тот или иной человек. and that you will see that actually each of those ways of working has a role to play. И чтобы вы видели на самом деле, что всякий вот из этих способов работы играет свою роль. Existential phenomenology is a way of doing justice to what is in the world, all that is in the world. Экзистенциальная феноменология – это способ для того, чтобы принять как бы принять, все, что есть. принять все то, что есть в этом мире, все, что есть. Great. So that's hard, of course, but Конечно, это трудно. that's the objective of existential supervision. Это цель экзистенциальной супервизии. To recognize all those different threads of possible intervention. Все эти разные течения и все возможности взаимодействия. Sometimes I like to link that to time. Time. Past, present, future, and the eternal. Иногда мне нравится это соединять через время. Прошлое, настоящее, будущее. So some therapists that come for supervision have a tendency to focus on the past. Некоторые терапевты, приходящие на супервизию, они склонны к тому, чтобы сосредоточиваться на прошлом. They like to analyze pain from the past, trauma. Они предпочитают анализировать боль, которая была в прошлом, травму. I think of that as a desperational orientation. Я думаю, что это такая ориентация на отчаяние направлена. It's a very useful thing to do. Это Sometimes. очень полезная вещь для того, чтобы ею заниматься. Some therapists like to focus on the present, the here and now. Некоторые терапевты фокусируются на настоящем, на здесь и теперь. Experiential orientation. Это такая как бы переживающая, да, опытная, экспериментальная ориентация. Can also be very useful. И она тоже может быть очень полезной. Some are aspirational. Некоторые из них, они как бы вдохновляющие, да. They focus on how a person may create a new future and fit back into society. Они скорее работают над тем, каким образом этот человек может создать для себя новое будущее и как-то соответствовать этим новым будущим обществу. And some are inspirational.
Aspiration, то есть это как бы ожидающее такое, а последнее это одухотворяющее. They aim to find truth and awe and that kind of thing. То есть это терапевт, которые помогают найти истину, трепет и приблизиться к вечности. Of course, I believe that all of those things are important and that there is a time and a place for each of those. Я уверена в том, что все эти 4 вещи очень важны и что есть время и место для каждой из них. So these are all the things that we should be doing. Это все те вещи, которые нам следует делать. But I won't belabor them right now. So we draw information from all the people that have gone before us. То есть мы, в общем, берем информацию от всех людей, которые были перед нами. And we study all the greats. И мы all the great authors. И мы все это соединяем. And we take into account new research. И мы что-то создаем вроде нового исследования. So, we know that the research shows that to make people happy, you can tell them to do these kinds of things because it's scientifically proven that it works. То есть вот это как сделать человека счастливым, позитивная психология. Вы знаете, что есть эти все исследования, которые говорят о том, чтобы человек был счастлив, надо ему сказать, чтобы он делал вот эти вот вещи. So sometimes you might want to say that as a therapist. If you practice smiling, you might feel better. Иногда как терапевт вы можете сказать, если вы будете чаще улыбаться, вы будете себя лучше чувствовать. If you sleep more, your situation will improve. Если вы будете больше спать, ваша ситуация улучшится. If you practice gratitude, you will see great benefit. Если вы будете практиковаться в том, чтобы быть благодарным, вы получите от этого тоже пользу. If you help others at least 2 hours a week, your life will improve. Ваша жизнь улучшится, если вы будете помогать другим, по крайней мере, 2 часа в неделю. If you exercise for at least 7 minutes a day, you will feel better. Если вы будете делать физические упражнения хотя бы 7 минут в день, вы будете чувствовать себя лучше. If you spend more time outside, especially when it is 13.9 degrees Celsius, it will lift your mood. Если вы будете больше времени проводить на свежем воздухе, особенно когда температура 13,9 градуса, очень вам поможет. If you move closer to work, that will be good for you. Если вы переберетесь куда-то поближе к вашей работе, это тоже будет хорошо. If you spend more time with family and friends, you will feel more loved and cared for. Если вы будете больше времени проводить с семьей и друзьями, то вы тоже будете чувствовать больше любви и заботы. If you plan a trip, but don't take it, that will make you feel good. Если вы будете планировать путешествие, но не поедете в него, то это тоже будет. Вы будете себя лучше чувствовать. Meditating to rewire your brain will also work. И медитация для того, чтобы как-то там поменять записи, которые у вас в мозгу, это тоже помогает. Seriously, Это серьезно. all these things have